Рада приветствовать всех гостей канала «Жизнь женщин». Наверное, каждая из нас задумывалась, какой будет наша жизнь на пенсии. Уверяю, ничего страшного. У человека начинается тот самый золотой век, когда жизненного опыта уже достаточно, чтобы научиться радоваться всему и не обращать внимания на ерунду. А физических сил еще достаточно для того, чтобы было чему радоваться. Потенциально это лучший, самый качественный период в человеческой жизни, поскольку совмещает в себе здоровье, силы и жизненный опыт. Каждый возраст имеет свои преимущества и достоинства, которыми следует пользоваться, не оглядываясь назад. Да, с приходом золотой осени жизни мы становимся умнее, уравновешеннее, замечаем радости жизни, которые за мимолетностью дней не хотели видеть. Мы выглядим ровно настолько, насколько себя чувствуем. По всем статистическим данным последних лет, самое счастливое время в жизни, ее пик наступает теперь примерно в 65 лет. Так в чем же преимущество элегантного возраста? Опыт и мудрость. Если человек был внимателен к себе, смог проработать все свои жизненные ситуации, найти в себе центр, то он может делиться своей мудростью и опытом. И это будет прекрасной возможностью для тех, кто рядом. Больше свободы. Дети выросли, разъехались. Общаться с внуками – одно удовольствие. Есть время для мероприятий. Можно, наконец, откинуть страхи и волнения молодости. Все дела переделаны. Теперь самое время заняться творчеством, написать книгу, открыть небольшой интернет-магазин. А что, вы думаете, люди после 60 не понимают ничего в интернете? Ошибочка. Очень даже разбираются и с радостью воспринимают новую информацию. Это, кстати, необходимо в нашем возрасте, чтобы мозги постоянно были в тонусе. В общем, отличное время, чтобы посвятить его себе. Здорово, когда в старости человек приходит к высокому уровню осознанности и самодостаточности. Но, к сожалению, многие приносят себя в жертву и живут только ради детей. Возрастные кризисы позади. Еще одно преимущество. И если они пройдены благополучно, то человек освобождается от психологических терзаний. Но даже если они были пройдены не до конца, то есть время в этом разобраться. Самое главное, что есть возможность просто впитывать в себя радость жизни. Забота о здоровье. В этом возрасте внимание к себе, к своему здоровью становится нормой. Человек заботится о том, что он ест, как проводит время, бережет свои нервы, старается больше времени проводить на природе, в приятной компании. Про некоторых говорят, что они старые и немощные, но если заботиться о своем здоровье, то можно до самой глубокой старости прожить в здравом уме и трезвой памяти. Правда, об этом лучше позаботиться заранее. Простые радости. В старости их так много. Общение с детьми и внуками, прогулки, уют дома, любимые занятия, открытия и возможности, которых раньше не было, время для себя, размышления и неспешное течение бытия. Материальная и социальная стабильность. Дети стали взрослыми, у многих подрастают внуки. Появилось много свободного времени, а в денежном отношении, наконец, появилась хоть какая-то стабильность. Человек может спокойно заняться осуществлением своей мечты, путешествовать, ходить в театр, вспомнить о любимом хобби. Раньше на все это не хватало не только времени, но и денег. Конечно, многие могут не согласиться со мной, но именно такой старости мне бы самой хотелось. А вот что думает по этому поводу Лиля Град. Возраст – это когда похуже со здоровьем, но получше со свободой. Мамино изречение и главный девиз ее жизни с момента пенсии. Многие ее ходят хуже, но только туда, куда она хочет. Научилась нигде не бывать из вежливости или потому, что позвали, а ей неинтересно. Не оправдывается. Спокойно говорит «нет» и открывает очередную книгу.
Продолжает любить оглушительные дорогие духи и новые платья. Хандрит иногда. Знатно. Это она тоже разрешила себе. Раньше имитировала, как и все мы почти, одобряемый талант вечного бодрячка. «Дед пришел», — говорит она, перекладывая все-таки часть ответственности на тяжелый характер своего деда, которого я знаю только по бабушкиным рассказам. Как ни странно, но это действует на нее хорошо. Честно признать, эмоциональный спад, прожить его, не вытирая пыль, не готовя горячее и выключая наглухо телефон. А потом восстановиться до нового танца отдохнувших эмоций. Я нахожу ее в 70 лет более психологически здоровой, чем в 50. Она свободна от любых предрассудков, от любых общественных шаблонов, от любых языков за спиной. Плевать хотела. Обожает свое одиночество настолько, что не только не жалуется на него, но и редко дает себя уговорить даже на поездку. Говорить с ней – одно удовольствие. Остра, иронично, всегда в теме. Мне нравится. И я точно знаю, глядя на нее, что важно в себе воспитать уже сейчас, чтобы потом не бросаться истерично перетягивать себе лицо в желании остановить молодость. Не останавливать то, что все равно уйдет, как ни хитри. Пестовать себе свободу и умение быть с собой. Когда ты умеешь быть собой, с тобой хотят быть все, и наоборот. Живите на своей волне, друзья мои, и не слушайте тех, кто приходит прочесть вам лекцию о том, как попасть на чужую. Волна только ваша. А вот другое мнение женщины за 60. По мере того, как я старела, я стала более дружелюбной и менее критичной к себе. Я стала моим другом. Я не виню себя за то, что съела лишнее печенье, не застелила постель или купила что-то глупое, в котором я не нуждалась. У меня есть право на беспорядок и экстравагантность. Я видела, как многие дорогие друзья покинули этот мир слишком рано, прежде чем осознали великую свободу старения. Кто будет винить меня, если я решу читать или играть на своем компьютере до 4 или спать до полудня? Я буду танцевать под эти чудесные хиты 70-х, и в то же время мне захочется плакать о потерянной любви. Я иду. Если я захочу, я пойду по пляжу в шортах и самозабвенно нырну в волны, несмотря на осуждающие взгляды других. Они тоже постареют, я знаю, что иногда что-то забываю, но есть некоторые вещи в жизни, о которых просто следует забывать. Я помню важные вещи. Конечно, с годами мое сердце разбивалось много раз, но разбитые сердца дают нам силы, понимание и сострадание. Сердце, которое никогда не страдало, безупречно и бесплодно, и никогда не познает радости быть несовершенным. Мне повезло, что я прожила достаточно долго, и мои седые волосы и задорный смех навсегда остались на моем лице. Многие никогда не смеялись, многие умерли, прежде чем их волосы посеребрились. Когда вы становитесь старше, вам легче быть позитивной. Тебя меньше волнует то, что о тебе думают другие. Я больше не сомневаюсь в себе. Я заслужила право ошибаться. Отвечая на ваш вопрос, нравится ли мне быть старой, я отвечу. Мне нравится тот человек, которым я стала. Я не буду жить вечно, но пока я все еще здесь, я не буду тратить время на то, чтобы сожалеть о том, что могло быть, или беспокоиться о том, что будет. И если я захочу, то каждый день буду есть десерт с чаем или с чем покрепче. Ну, ты поняла. А что, мы еще можем, если захотим. Поделись этим с людьми старше 60 лет. Это пойдет им тоже на пользу. И пусть старость будет приятной, доброй, уютной, активной и позитивной. Здоровья вам, счастья и процветания. Напишите в комментариях, считаете ли вы, что в 60 лет можно вести активную жизнь. Поделитесь своим мнением о жизни в зрелом возрасте. И не забудьте подписаться на канал. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!